Так, ну что вы там? Всем по привету. Сегодня у нас Курская битва, Курская дуга, Курская операция, либо, да, Курская спецоперация от вооруженных сил Украины. Называйте это как хотите, но она есть, это реальность. Сейчас Украина вот владеет, да, вот этими вот территориями. Карта немножко у меня не так, да, точна, но мне понравилось тем, что она с населенными пунктами всеми, да, даже маленькими, то есть тут указано практически все, что более-менее похоже на населенный пункт. Напишите ваше мнение в комментариях, нужно ли было это делать, либо все-таки эти все подготовленные бригады нужно было, да, по натовскому стандарту, с новым вооружением, то есть подготовка, бронетехника, нужно было отправить на Покровское направление, где там очень сложно, да, хотя сейчас, я записываю это видео 10 сентября, более-менее фронт, да, застыл, да, более-менее такого яркого и быстрого продвижения, которое было, да, у российских войск, сейчас нету. Также мы обсудим, для чего это делать, что от этого получит Украина, да, то есть, когда началась эта операция, ей уже больше месяца, да, я не захотел записывать видео, там, когда все хайповали, все записывали, что-то обсуждали, быстро, 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 я хотел посмотреть, хотел узнать, закрепятся ли наши ребята, смогут ли они, да, остаться там, либо это обратно же акция, типа вот этих вылазок, которые были, да, РДК и так далее, которые заезжали в Белгородскую область, там фотографировались на пару часов и уезжали, да, или будет это долгоиграющая операция, то есть спецоперация, как мы понимаем, это все-таки спецоперация, да, по освобождению Курской области, да, потому что, как бы, ребятки, походу, там в Кремле думали, что игра будет в одни ворота, но все-таки не так, у Украины еще есть силы, да, есть настоящие воины, которые могут показать, да, Кузькину мать, да, то есть мы сейчас все это обсудим, и обратно же главное, пишите в комментариях ваше мнение по всей этой ситуации. Хорошо, плохо, нравится, не нравится, что можем получить, что у нас могут забрать и так далее. То есть всю вашу вообще в комплексе ваши мысли пишите в комментариях. Также делитесь этим роликом со всеми знакомыми, близкими, друзьями, чтобы мы развивали канал, да, чтобы больше было комментаторов, больше было лайков, больше было просмотров, чтобы мы освещали эту, да, вместе новостную повестку всегда трендовую какую-то, кринжовую, то есть будем всегда стараться в тренде, но я всегда записываю только проверенную информацию, которая уже реально устаканилась, и это точно. То есть просто так какие-то хайповые темы я не хватаю. И вот эта курская спецоперация от украинских вооруженных сил, сегодня мы ее обсудим. Я смотрел, читал, да, разных экспертов там, зарубежных, украинских там, натовских и все и так далее. То есть у всех позиции разные, все, конечно, в один голос говорят, что это все-таки оттуда войска, то есть украинские уйдут, я имею в виду с Курской области, рано или поздно, потому что когда будут какие-то переговоры, какой-то торг, да, что-то из этого может выйти. Но обратно же в долгосрочную стоять там просто, да, нет как бы смысла такого, потому что захвачены не такие стратегические какие-то, знаете, города, либо объекты, чтобы их реально защищать и с них иметь какие-то, знаете, бенефиты, дивиденды. Например, если там Курскую там станцию захватили, да, Курчатов, Курск, это другой вообще разговор. Тогда, конечно, есть смысл там окопаться, туда большие силы, много бригад влить и так далее, и потом реально там можно уже как-то, да, рассказывать, почем в Одессе рубероид. Но так, по сути, захвачены, конечно, вот тут эксперт, да, я вам просто тоже оставлю ссылочку на этого эксперта, чтобы вы почитали, чтобы вы понимали, что, да, я тоже коплю информацию, откуда-то черпаю ее, смотрю, не просто так, я анализирую, да, и высказываю свое общее мнение на ту или иную ситуацию. То есть, и вот я прочитал, да, вот эту вот статью, тут все расписано, в принципе, кто хочет, пожалуйста, можете тоже ознакомиться. Ну, я буду говорить уже от себя, да. Первое это, конечно, давайте обсудим, зачем это нужно, да, для чего. Первое это, конечно же, поднятие морального духа, да, чтобы в Украине, в общем, да, в вооруженных силах, да, в ЗСУ, ВСУ, да, кто как называет, ВСУ это на русском языке, да, ЗСУ это на украинском мове, то есть Збройные силы Украины, чтобы вы понимали, да, ну, так как я говорю на русском языке, я буду говорить ВСУ, мне так ближе, чтобы, да, не коверкать себя и, в общем, да,
мой монотонный диалог, да, то есть монолог, можно сказать, диалога нету, потому что вы там, вы за экраном, да, вы меня видите, в принципе, у нас может быть диалог, если, конечно, вы свое мнение напишите в комментариях, подпишитесь обязательно на канал, поставите колокольчик и обратно же можете стать моим спонсором канала, чтобы канал развивался, чтобы еще было больше, да, подписчиков, чтобы было более качественный контент, пожалуйста, подписывайтесь, становитесь моим спонсором, там всего лишь 2-3 евро 5 заплатили и получили эксклюзивный контент от меня. То есть также вы со мной сможете связаться, я смогу вам, чем смогу, тем помогу, отвечу на все ваши вопросы и так далее. То есть, ну, обратно же, для VIP подписчиков все, что вы хотите за ваши деньги. Но мы возвращаемся к Курской, да, спецоперации от Украины, да. Откроем уже лучше карту, потому что я просто показал вам, да, откуда черпал общую, да, информацию. И вот карта. Первое, зачем это нужно? Нужно для того, чтобы поднять моральный дух, это первое. И то, что впервые в истории, ребята, вдумайтесь, на ядерную державу напала не ядерная и оккупировала часть ее территории. Вы же понимаете, это исторический нонсенс. То есть у России самый большой запас ядерного оружия в мире. Понимаете, да, на втором месте это США, там у них небольшое, да, расхождение, но сам факт. Первое, да, в мире, то есть там реально, ну, запаса этих ракет просто как гамна, просто, как гамна и палок в лесу. И что мы видим? Мы видим, что вот Украина, не ядерная страна, оккупировала, освободила часть Курской области. То есть, знаете, по такому принципу сейчас нужно провести референдум и сказать, что все, тут проголосовали все за то, чтобы эту часть Курской области, то есть Суджанский, да, район, пусть присоединяется к Украине. Все, они хотят в свою историческую гавань зайти, потому что Суджа когда-то была, да, даже столицей Украины, то есть исторически там живут реально большая часть людей в приграничных районах. Это коренные українці. Тобто вони знають українську мову, вміють на ній розмовляти дуже гарно. То есть вот такие дела. То есть потому что, извините, я с Донецкой области, она какого-то хрена уже записана в Конституции России, что это ее регион. Я извиняюсь, но мой город Доброполье, он никогда не был в составе Российской Федерации. Как и Покровск, Славянск, Краматорск и так далее, остальные города. Я извиняюсь. Так это голосование проходило, когда даже они еще не оккупировали тот же Бахмут и так далее, остальные города, да? Я извиняюсь, то есть ни у кого не важно, что почти это на тот момент 40% области было, то есть под контролем Украины сейчас, да. То есть это никого вообще не тревожит, никому не важно, что вот эти фейковые, голосования, референдумы, которые прошли тоже в Запорожской области, при том, что Запорожье было, есть и будет Украина всегда. Это никого не волнует. Там, в Кремле, у этого маленького, накрученного, который накрутил себе бигуди, этот маленький, хотел сказать агрофюрер, но это у нас Лукашенко. Это просто бункерный дедушка, ну, с какими-то амбициями Наполеона. Он себе накрутил, что все, конечно же, все проголосовали. А я, а моя жена, а мои родственники, никто не голосовал, при том, что мы находились тогда, да, на территории еще Украины и так далее. Я не понимаю, в чем фишка. То есть, короче, вот это вот первая фишка в том, что Украина доказала, что ядерная страна, ее тоже можно нагнуть и показать, что она не всевеликая. Это, конечно, дало огромный скачок, да, роста, ну, у военных, то есть реально это, ну, какой-то, да, такой скачок, как мотивация, все захотели поехать, как многие снимали видосики, да, почему нельзя, что не выпускают за границу, вот, пожалуйста, я за границей, я в Судже, ёпта. Так что такие дела. То есть казаки развлекаются. Ну, молодцы, все правильно. Ребята, нужно отвечать так же, как пришли в твой дом. То есть вы пришли, разрушили столько городов, хороших, красивых городов. Что вы теперь хотите взамен? Получайте то же самое. Я еще скажу кое-что. Я был, есть и буду украинцем. И всегда буду за Украину, за ее целостность.
91 год, пожалуйста, на базу. Кто-то скажет, ну а Крым там уже сколько лет, туда-сюда. По нему, да, можно как-то разговаривать, делать какие-то переходные периоды, повторные голосования, чтобы там все были эти, как его, различные, да, органы контроля, там, зарубежные, там, ОБСЕ, все вот эти вот прекрасные люди, которые, в принципе, да, ничем не помогли Украине. Ну, я имею в виду, чтобы они все это контролировали. А остальные области, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, она просто не обсуждается, ребята. Не обсуждается. Это было, есть и будет Украина всегда. И пока есть хоть один клочок земли этих областей оккупирован, то Украина не успокоится никогда, пока мы не заберем свое. Именно свое, вы понимаете? Это то же самое, что к вам пришли и просто часть вашей квартиры взяли, поставили кирпичи вот так вот, и забрали у вас часть квартиры либо дома, сказали, все это наше. А это когда-то моих родственников 200 лет назад, я посмотрел карту, и там они владели вот этим вот участком. Все, мы вас забираем. Это вот такая вот логическая цепочка вот этих вот этого вот деда, который сидит там в Кремле, в этих башнях, никак не может там споткнуться головой об какой-то стульчик, бахнуться, да, к Ленину пойти в мавзолей, лечь, отдохнуть там уже, ёпта. Надоел уже всем просто. Надоел реально всем. Следующий момент, как Зеленский утверждает, это превентивные действия, чтобы уже Россия хотела, да, напасть на Сумскую область и сделать там типа буферную зону, как она пытается в Харьковке сделать. Вот Украина сделала превентивные, да, действия и создала свою буферную зону, чтобы, да, Сумскую область не оккупировали, не обстреливали. Конечно, ну, обстрелы продолжаются, потому что Россия не может успокоиться, но она, кстати, не делает главного, что я понимаю под этой операцией, это чтобы оттянуть войска, да, с Донбасса, с Донецкой области, то есть Покровского направления, чтобы они отвели и начали отвоевывать, да, свою Курскую, свои куски вот этой Курской области. Но они, видно, ввели резервы, как это все уже понимают, и там работают резервы. Ну, они работают, кстати, не так, как, знаете, на территории Украины. Что-то они фабами и кабами не бомбят эту же Суджу, вот эту вот, видите, Суджу. Главное приобретение Украины, конечно, это поселок, да, городского типа, это Суджа. Это Суджа, население там не слишком много, там 15 тысяч, то есть туда-сюда и обчелся. Это, конечно, не Бахмут, это абсолютно другие цифры. И понимаете, когда был захват Бахмута там и так далее, там Авдеевки и остальных городов, это просто их сносили, просто, понимаете, там двухтонная бомба. Я что-то не вижу, чтобы на Суджу падали двухтонные бомбы. А знаете почему? А потому что это все-таки это ихнее, знаете, когда не свое, оно не жалко. Не свое не жалко. И вот, получается, Суджу они так и бомбят. Кабами, фабами, всеми своими вот этими супер Искандерами, там, Ониксами, там, вот этими всеми ракетками, которые уничтожают, просто остаются воронки, знаете, такие как котлованы, мини-котлованы. Нет, этого ничего не происходит. Нет, нет, нет. Потому что они хотят аккуратно это делать. Раз, чтобы, ну, люди, потому что, вы понимаете, в Украине много людей. На этой территории жило там 120 либо 150 тысяч людей. Вы понимаете, да, большинство всех, они эвакуированы. И потом, когда это все, если освободить такой же методикой, как освобождаются украинские города, понимаете, в кавычках, да, освобождаются, то есть сносятся под ноль. Остаются рожки до ножки просто, до плиты просто, сгоревшие с камнями. То вы понимаете, когда эти люди приедут, скажут, ого, вот это освободили. И вы понимаете, что этим всем людишкам придется строить что? Правильно. Новое жилье предоставлять. А как по-другому? Куда ты денешь? 150 тысяч это такой, знаете, нехилый городок нужно новый строить. А где бабки? Откуда бабки? И так уже в минусах. И так уже все резервы потихоньку с кубышки достают маленькие. Так что вот такие дела у нас обстоят, да. Главного, конечно, эффекта не получилось, что они войска не оттягивают. Они все-таки прут как танки. Жаль, что они смогли взять город, да, Новогродовку, это в Донецкой области. Он был даже больше Суджи. Я это лично знаю, да. За ним потом идет Селидово, и после него уже идет Покровск. То есть к Селидово они подошли почти вплотную, но их уже остановили. То есть нету их, в Селидово их нету пока есть, но Селидово потихоньку они освобождают, как и Бахмут освобождали. То есть что под ноль, просто город сносят под ноль. Это небольшой шахтерский городок.
Как и, в принципе, Покровский, как и Покровск, как и мой город, да, Доброполе, 2 шахты. Все зависит от шахты. То есть это такие, ну, есть такие города, да, когда у тебя там одно-два каких-то больших производства, в нашем случае это шахта, и она вот кормит весь город. То есть если шахта закроется, то все, город весь просто превратится в пустыню. То есть люди начнут выезжать и нечего там будет делать. Мы определились, да, что главное приобретение это, конечно, районный центр Суджа, да, это такой будет, я скажу так, там хорошо окопаются наши ребята, и чтобы его взять, придется реально его просто, ну, снести под ноль, да, превратить его просто в какую-то Авдеевку, да, просто, я же уже повторял, рожки-ножки. Следующий момент это в том, что торги, да, потом, когда будут переговоры, рано или поздно, конечно же, они будут. Потому что любая война, любой конфликт заканчивается мирными переговорами и потом, конечно, какой-то дележкой, какими-то торгами, какими-то уступками. То есть неважно, извините меня, Гитлер и Германия, Вторая мировая война, что вообще, по идее, должны были Германию вообще расформировать просто, чтобы она исчезла, да, просто вот раздербанить на куски эту страну, а там часть отдать Франции, там, не знаю, там, часть Австрии, там, ну, они там вместе были, так что Австрию тоже начали расформировать чертовой бабушки. То есть расформировать просто по всем странам, которые вокруг, да, Германии. Все. И чтобы этой страны не было, чтобы больше такого не было. Ну что, как видите, этого не случилось. То есть не было никакого расформирования, просто поделили до зоны влияния, и по факту сейчас Германия едина, и все у нее хорошо. То же самое будет и здесь. Любую территорию можно, с любой территории можно отойти, можно отдать, можно договориться. Поверьте, это политика, и там все решается. Для них люди это просто пешки, это просто оловянные солдатики, которыми игрались в детстве. Все, вы просто цифры. Вы просто цифры, знаете, или как говорил Кернес, мэр, да, Харькова, ты просто кнопка. Кто ты? Ты просто кнопка. Вот для них люди это просто кнопки, понимаете? Вот так вот. Так что, да, это сделано для того, чтобы потом выгодно можно было как-то что-то обсудить, что-то поменять. Конечно, это приобретение. Плюс это, да, это плюс. Но обратно же нужно было ли размениваться на Новогродовку тоже, которая больше Суджи, да, которую потом будет сложнее, как говорится, освободить. Тоже для меня это вопрос. То есть и здесь у меня тоже возникает диссонанс какой-то. Нужно ли это было вообще, либо все-таки нужно было там пару бригад прислать, да, на границу, усилить, а остальные отправить именно на помощь, да, на Покровское направление, ну, в общем, на Донбасс, да, там, на Запорожское направление. Я этого, конечно, точно не знаю, потому что мне очень сложно судить. Я диванный эксперт, я просто вообще мне это не обсуждается. Я там не какой-то, как там многие там, я политолог, я эксперт, военный, там каждый день они эту карту обсуждают, там все они так красиво рассказывают. Нет, я просто парниша с обычного провинциального городка, который просто купил себе микрофон, компьютер, камеру и пытается просто вам что-то здесь гутарить, заливать вам что-то в уши, свое какое-то мнение, свое какое-то видение, да, на ту или иную ситуацию. Вам нравится, вам не нравится, это уже дело вкуса, да. Если не нравится, закрыл, ушел, все. Я это делал, делаю и буду делать, ребята, потому что все у меня получается, подписчики растут, лайки есть, мы все это обсуждаем, значит, кому-то все-таки мой противный, монотонный, да, голосок нравится. Значит, есть, как говорится, на любой товар есть свой покупатель. Так что, ребята, моих роликов вы от меня, как говорится, не сдыхайтесь, а я буду, как записывал, и буду записывать дальше, 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 мор, свои ролики. Они будут пилиться каждый день в большом объеме и количестве. Сам Зеленский признался, да, что это все-таки для, ну, было там 3 цели, да, это, конечно же, поднятие морального духа, и чтобы весь западный мир увидел, что Украина и украинская армия может, да, сделать, как она вообще захватила, она, в принципе, там за неделю она смогла вот этот кусок весь, да, забрать, то есть она реально всех врасплох, все там разбегались, все сдавались пачками просто. То есть там реально ребята, там этот Ахмат гребаный, эти казаебы, да, сразу
убежали, то есть, как всегда, поснимали тиктоки и уехали, все, и как будто пыль, все, нету, только этот, как его, пятки сверкали. Ну, как всегда, это самые элитные, самые крутые, там, Ахмат, там, ду-ду-ду. Это самые сыкуны, в первую очередь, сразу на свои пикапы крутые, отполированные, почему только они не на Нивах. Как это? Это же западные пикапы, там у них Форды, там все так, General Motors, эти крутые такие, 4-литровые там, ну. В чем проблема? Где ваши Нивы, ёб твою мать? Все, вы же знаете, все западное, это садомия, это все плохо, там трансгендеры, вот это вот однополая любовь, вы шо, а-та-та-яй-яй, ну. Да, повсюду здесь только они бегают с этими, вот этими вот искусственными письками. Ну вы что, гоните или что? Просто, ну, нужно прекратить смотреть телевизор. Нужно просто этим россиянам отрубить телевизор. Они смотрят этот ящик, просто превращаются в зомби. Они думают, что реально там они могут что-то в мире решать и делать от того, что у них есть ядерное оружие. Весь мир уже сказал, стрельнешь, ответочка будет очень сильная, очень мощная, дружище. И потом вы просто рамсы вы не сложите, вы не сможете просто раму собрать, потому что Китай за вас не будет вписываться. А, как вы знаете, в НАТО там сколько? 4 страны, которые владеют ядерным оружием, если я не ошибаюсь, это или 3. США, Франция, Великобритания. Наверное, все-таки 3, да? Может кто-то еще. Ну, плюс Израиль тоже, хоть не в НАТО, но он тоже с Америкой, как говорится, Вась-Вась, и там они лучшие друзья, я думаю, там рука руку моет, там будет все нормально. То есть в конце хотел сказать, операция была четкая, молниеносная, все слаженно все сделали, западная техника именно по российской территории ехала просто как по льду, вот так вот летела аккуратно, нежно, все хорошо. То есть все было сделано классно, то есть все было продумано очень четко. И главное, что Зеленский сказал, что он, да, не сообщал западным партнерам, то есть тем, ну, это Америка, ясное дело, НАТО, он им не сообщал, потому что раз боялся утечки, два боялся, что его будут отговаривать это делать. То есть Зеленский все-таки, знаете, набрался какой-то мужественности, да, мужности и сделал вот этот вот шаг. Я так понимаю, что по шапке, конечно, ему там настучали, там звоночки были, да, разговоры были серьезные, но этот шаг, я думаю, потом в будущем он все-таки окупится. Главное, что теперь российские, да, российские военные и их вот это вот все руководство знает, что шутки плохи, что в любой момент граница у них дырявая и в любой момент может бомбануть и в других местах. То есть они защищали свою границу не так эффектно, то есть не так мощно, туда отправили не так такое большое количество, да, войск и бригад, чтобы сдерживать. Думали, нет, да не будет ничего, все нормально, стойте там, эти срочники стояли, там семечки лускали, картошку чистили, тут сюда на базу, ребятки, вы что думали, ну, это что, вам просто прогулка или что, ну, под луной? Нет, держите, это война. И завязали ее вы. Вы на ваших руках, то есть я имею в виду россиян, вот это все. Вы приезжаете за бабки воевать в чужую страну, на чужую землю. Я не понимаю вообще, как это возможно. Вот просто в 21 веке в технологии люди миллионы зарабатывают на ютубах, тиктоках и остальное все онлайн, да, движения, сидя просто, держа телефон перед собой, да, делая бизнес. А ребята просто хотят идти в чужую страну, непонятно куда, с автоматом в руках за вот эти вот копейки, за какие-то там 300 тысяч, да, этих несчастных рублей, туриков, это 3000, да, долларов, я не понимаю. То есть рисковать своей жизнью за 3000 долларов. То есть они оценят свою жизнь. Украинцы защищают свою территорию, свою землю, свою родину. Понимаете? Это другое. Там деньги не важны, там мотивация. То есть там абсолютно другой движ. Там большинство людей идет по другим причинам. Стало ли меньше таких людей приходить добровольно в армию? Конечно. Конечно, потому что всем страшно. Но главное, как говорится, финал, да, и вообще эффект этой операции, это было то, что для меня лично, я вывод уже подвожу, да, что
мы смогли оккупировать, то есть я имею в виду Украина, да, и вооруженные силы Украины смогли оккупировать часть территории ядерной, самой мощной державы, я имею в виду по количеству боеголовок. Понимаете, какой плевок и как смотрят на это, посмотрели все американцы, там, все НАТО и остальные, все там Японии и все остальные страны, да, думают, ага, то есть, значит, нету красных линий, то есть все. Украина по факту сняла последнюю красную линию. Это оккупация территории, это захват городов. Суджа это город. Все остальное, конечно, мелкие села. Там по 500 человек, по 1000, по 2. То есть это незначительные какие-то, да, уже приобретения. Самое большое, это, конечно, Суджа. То есть это именно город. То есть это, там можно создать штабы, там можно создать снабжение и так далее, логистику и так далее. То есть всегда в крупном городе, да, крупный какой-то должен быть центр, чтобы там все это делалось. То есть красная линия, обратно вот эта вот ихняя, ты что, красную линию нельзя, ай-яй-яй, стрелять нельзя туда-то. Нам и так Украину ущемляет и не позволяет бить этими гребаными ракетами, да, на территорию там вглубь, там, на 200, 300 и так далее. Мы своими дронами, которые Украина сама, да, создает, разработала, и ребята, да, ученые, разработчики украинские создали, эти дроны летят. Это не зарубежные, потому что тоже, с одной стороны, американцы тоже сыкуны, боятся, чтобы их ракетка не залетела, ай-яй-яй, не разрушила какую-то там какую-то военную базу, либо какой-то склад, а потом они же найдут эти остатки ракеты. А смотрите, вы что, охренели? Какого? Ай-яй-яй. Понимаете, тоже сыкуны. А Зеленский вот этим вот жестом доказал, что нет, не будет спокойной жизни. Сколько уже этих нефтяных хранилищ, да, бензохранилищ и так далее, сколько этих всех баз уже разрушено, они просто в ноль сгорели. И большинство это дроны, это все разрушено украинскими дронами. То есть финал этой операции вообще это, конечно же, красная линия, это торг в будущем, то есть плюсы есть. Просто если было больше резервов, да, чтобы можно было и на эту операцию отправить людей, и на Покровское направление. В конце скажу обратно же на себя. Сейчас найдется тот, кто напишет, что ты там рассказываешь, кто ты. Ты там вообще ухилянт, сидишь там вообще, жируешь, пыруешь и так далее. Ребята, у каждого свой путь, у каждого своя миссия. Да? Я вижу свою миссию и путь так. То есть я помогаю, чем могу по-своему. И каждый человек помогает в меру своих возможностей. И как в жизни у него идет, да, так он себя, ну, как бы, не то, что будет вести, что ему, да, судьба дала. Я выехал. Не то, что у меня получилось. У меня были документы, и я выехал. То есть это не какое-то оправдание. Просто хочу, чтобы человек, тот, который пишет вот эти грязные комментарии, разный бред, да, чтобы он понимал, что в Украине там больше, там, не знаю, 15 миллионов, либо 10 мужчин, да. Понятное дело, что все не могут пойти просто воевать. Нужны и работники, и шоферы, и люди, которые будут работать на производствах. То есть в прямом смысле много нужно людей, которые будут работать в экономике. Всех невозможно просто забрать. Если всех забрать, ну тогда это будет просто полное уничтожение, да, нации, да, то есть не будет вообще мужчин. Это невозможно. Неважно, кто там за рубежом сейчас то, либо в Украине. Когда закончится война, то большинство вернется из-за рубежа в Украину, да, кто приедет с деньгами, откроет новые бизнесы. То есть это так работает. И работало так всегда, во все войны. Это только в каких-то тоталитарных, да, режимах, там где полный, да, полная жесть, там, конечно, да, там каждого под ружье, без разговоров, им не важно, что и как. То есть тут все по-другому. И я живу по совести своей внутренней, как я считаю нужным. Я говорю то, что я считаю нужным. И я сам себе это позволяю. Не спрашиваю разрешения у кого-то, не знаю, там. Неважно, где я нахожусь, неважно, где я, да, сейчас, ну, живу, но я хочу говорить правду, которая у меня, то есть мою правду. Потому что у каждого человека своя правда. Кто-то с моей правдой может согласиться, кто-то может меня осудить, кто-то может меня плюнуть, кинуть камень, там, не знаю. Ну, за камень, конечно, уже придется отвечать уже криминальной, да, ответственностью. У всех должно быть свое мнение. Если у тебя нет своего мнения, то ты просто баран из стада. Все, ребята.
Украина обязательно победит, переможе, потому что, еще раз повторяю, в этой войне есть, есть добро и есть зло. Добро — это Украина, на которую напали. Есть зло — это Россия и лично Путин, который все это заварил, эту кашу. Так что желаю, конечно же, Путину, чтобы он завтра не проснулся, а проснулся рядом в мавзолее с Лениным. Всегда на связи.